что, доброе вам всем тайское утро. Наше утро начинается сегодня с такого прекрасного вида. Это у нас с вами Таиланд, Пхукет, район Корон и отель Парадокс. И наше утро доброе сегодня начинается с завтрака, конечно же. Сейчас я вам покажу, что у нас здесь вкусного сегодня будет. Так, ну что, заходим. Здесь у нас обзорчик, давайте так, оп, посмотрите. Здесь у нас orange juice, apple juice, гавана джус, вода со льдом. Потом из фруктов ананас, драгоний фрукт, арбуз, яблоки, банан. Потом все можно тост зажарить, круассаны мои любимые, панкейки, сухофрукты, орехи, хлопушки, воробушки наши любимые. Посмотрим, что у нас еще есть. И там у нас зона раздачи здесь. Так, сыр 3 вида, мясная нарезка у нас здесь. Потом есть холодильник, здесь йогурты натуральные. Собственно, производство можно взять. Так, еще фрукты дублируются, папайя. Так, здесь у нас мюсли, фруктовый салат. Здесь зеленушки себе можно бросить. Здесь вот жарит омлет, яичницу на выбор, что хочешь. К омлету можно себе добавить или сосиску, или бекон. Кстати, куриный бекон. Так, потом на улице, смотрите, здесь еще тайский чай, свекольный сок, ананасовый сок. На улице дублируется раздача. Здесь кукурузный суп, рис с утреца. Здесь у нас еще что-то горячее. Да, это утка с красным соусом, макароны. Здесь томаты с сыром и чесноком. Картошечка. Такая аппетитная жареная курица. Тут можно прям сразу найти, позавтракать и пообедать. Так, здесь колбаска. Это у нас кальмары, что ли, какие-то. Тут нарисован осьминог. Здесь можно все вот такое блюдо сделать. Видите, как фрикадельки добавляют туда. И еще что-то. И кучу всяких ингредиентов можно накидать туда внутрь. Слушайте, ну такой приличный завтрак. Атмосфера, можно внутри сесть, можно снаружи сесть. В прошлом видео был обзор отеля, но в этом тоже чем-нибудь покажу. Все, приятного вам всем аппетита и доброго утра. Так, и официант здесь приносит чай или кофе, что попросите. Мы взяли кофе, капучино с корицей принесли. Такой у меня завтрак. Пакуем наши рюкзаки. Всем без чемоданов. Смотрите, какой прекрасный вид. Вот я полетал с дрона прямо отсюда. Лицензии у меня нету, не надо сделать. Естественно, за свой срок я не успеваю ее сделать. Штраф тут 100 тысяч бат и 5-10 лет тюрьмы. Поддержите лайком, комментарием ваш. Вот, и при этом еще и ветер сильный был настолько, что я когда туда улетел, ветер отжимной, я обратно на спорт-режиме шел. Еле-еле-еле, благо мощный мотор у меня, мощный батарейка 45 минут. Это Mini 4 Pro. И благодаря этому я удачно вернулся домой, сюда, прям с балкона вылетаю. Очень аккуратно, дрон с собой не берите, не летайте, потому что реально рискованно. Это все ради вас только. Все, пакуем чемоданы и идем покорять пляжи. Обзор номера я в прошлом видео показывал, поэтому заходите, обязательно посмотрите. Прям подписывайтесь, в плейлист заходите, там все видео смотрите, очень много всего полезного, интересного я рассказываю. Кстати, с кондером разобрались. Видите, выставляете температуру, она справа вот здесь, а здесь показывает сколько есть. Очень хорошо охлаждает. И можно слабенький режим сделать, чтобы не дул. Так, в общем, мы сделали чекаут, попросили оставить полотенце до вечера, и сейчас дадим лишние рюкзаки, там сумки в багажную комнату, чтобы с ними не таскаться, а потом просто вечером заберем. На территории отеля также можно находиться до вечера. Комната, это что, вот здесь внизу, направо, мы там все оставили, там, кстати, тайцы, эти молодцы, такого маленького птенчика нашли, там бананом его подкармливают, выхаживают, в общем, маленького птенчика. Ну, какой же здесь красивый отель. Прям вообще выходишь и глаза радуются. Давайте вас тоже порадую немножко. Ваши глаза дарят вам всем тайской атмосферы, зеленой, бассейновой. Но, ребята, обязательно, тем, кто живет в Таиланде, мажьтесь кремом. Кто не живет в Таиланде, просто встречает отдыхать. Вот я 2 года прожил в Турции, привыкший к солнцу, все равно здесь сгораю. Так, друзья, конечно же, давайте ставьте лайки в начале. Прям авансиком, а то потом забудьте. Комментарий пишите, поддержка видео, вообще любой, так алгоритмы YouTube устроены. Вот по поводу покупки квартир, в комментариях не пишите, пишите сразу личку, под видео все способы связи. Да, если хочешь купить квартиру, Таиланд, Турция, Дубай, Россия, или продать хотите, вот, или я, или буду на локации с вами поезжу, если нет, то мои менеджеры поедут. Все официально, все прозрачно, прямые контракты от застройщиком у вас будут, никаких агентских комиссий, наоборот, только от нас бонусы, помощь в освоении жизни, в управлении недвижимостью, там открытие счета, если надо будет, менеджер, резидентство, там, если Дубай, Турция, ну, пишите, все вам сделают. Ну, пару месяцев я точно скоро буду жить в Турции, может быть 3 месяца, поэтому, если насчет Турции, приезжайте, там с вами лично побуду совсем заряд.
солнечно. Сейчас с утра водичка посвежеет, 30 градусов. Вот я сейчас померил, вчера 31 было. Я искупался, естественно. И отправляемся вдоль пальм, пихт и облепихт на пляж. Здесь очень классный такой проход на пляж. То есть ты идешь по территории отеля. Солнце тебе не светит, голову не печет. Хотя все равно обязательно одевайте кепки, мажьтесь. Там даже если привыкли к солнцу. Первый день вы сгорите. Я вот так же в первый день сгорел, хотя немного был на море и на солнце. Вот. Все время как-то так и в тенечке вроде. Все равно умудрился сгореть, и 3 дня я приходил в себя. То есть у меня плечи, шеи там постоянно болели, руки даже сгорели. Поэтому не пренебрегайте, обязательно мажьтесь полтинником. Кепки одевайте, или знаете, такие есть рубашки с капюшоном. Белые такие одевайте, чтобы шею. Больше всего шеи сгорает, там постоянно на солнце. И плечи, если без футболки. Территория в отеле, конечно, обалденная. Мне очень нравится. Птицы тут поют постоянно. И очень приятно. То есть ты прямо от корпуса идешь вдоль бунгало вот этих, вот на пляж приходишь. С вами Корон. А до этого мы были в Камале. Камала Бич. Там живем мы. Там отдыхали. Если кто не видел, тоже выходите в плейлист. Смотрите. То есть как бы немножечко разный отдых. Там поспокойней. Здесь так более активно. Вот. Ну и мы на Патонге были. То есть смотрите все видео и выбирайте тот пляж, который вам больше нравится, с той локации, где вы хотите отдыхать. Ну а потом оформить, чтобы отель, вы можете к Жанне обращаться. Вот она вам подберет, скажет, какой отель лучше, оформит все. Она, ее команда девочек там онлайн, в принципе, из любого города России можно оформить. Ну и офлайн девочки сами находятся в разных городах России. Это все по ценам от туроператоров, лучшим сервисом. Под видео все ссылки тоже на Жанну и на меня. Заходите, смотрите. Так, 3 минутки по тенечку выходим, и все, и у нас здесь пляж. Так, можно сразу прямиком пойти на пляж, здесь есть зонтики, можно пойти направо, там покрасивее будет. На дроне летал, посмотрел, там и лодочки красивые, и налево пойти, там тоже территория. Можно сесть на тук-тук и где-то за 200 бат до Каты доехать. Так, здесь у нас магазины, бары, массажи, аптеки. Тоже вчера все показывал. Здесь прямо ходите и все. Гуляете, закупаетесь, делаете, что хотите. Так, вот видите, если чуть левее пройти, там уже у нас тенечек. Можно в теньке полежать, можно на солнце, можно под зонтом. Там вот типа кафешечек что-то. Наш тук-тук сегодня без музыки. Вот Bluetooth находите, включайтесь, но у нас сегодня не находит. Он его, видимо, не включил. 200 бат. Мы с вами на пляже Ката. Здесь рыночек такой, может что-нибудь прикупить себе. До этого куча магазинов. Вдоль пляжа есть такая пешеходная зона гуляльная. Здесь у нас можно сразу массаж сделать. Ну так везде, в принципе, на всех пляжах. Массаж, кафе, чередуется. Поел, пошел, полежал, отдохнул, размял косточки. Пляж Ката, он поменьше, чем пляж Корон. Здесь есть такие домики. Но рядом с дорогой я бы не рекомендовал жить. Очень много здесь вот этих мотоциклистов. Есть нормальные, есть с тихим глушителем, а есть вот с этими пердюльками, которые просто, ну это нереально. Ты приехал на отдых, отдыхаешь, они и ночью, и утром вот так вот будут кататься, пердюкать и будить вас. Ну тут реально иногда промешают. Я не понимаю, почему власти не сделают закон о шуме, да, тут такой выхлоп поставил нормально, вот такой проехал и все. Некоторые просто так ревут, что это вообще, не знаю, вот так вот все вздрагиваются, стоишь где-нибудь в кафе там или что-нибудь, прям все в шоке поворачиваются. Еще на ДБ, когда поднимает там обороты на полную, вот это, конечно, странная как бы туристическая зона, я бы на их месте это вел. Ну, наверное, скоро введу. Я сразу смотрю, можно ли где-то в тенечек лечь, да, видите, места для тенечка мало. Ну, либо туда на солнце, либо зонт. Аренда зонта с шезлонгом вместе. Вот, у нас тоже есть такие подстилки, но не с собой. У нас есть полотенца, можно на них плюхнуться. То есть вот там на Короне, получается, такой теневой зоны, ее побольше, чем здесь. Место себе можно найти. Вот, а здесь, видите, как бы вдоль края только зеленушечка, а тут уже все. Джарилово,
Ну, будет под зонт прыгать. У нас там 100 бат стоит в среднем за этот шезлонг. Но в кафе, если вы ходите постоянно, мне за 100 предлагают и 2 штуки уже с зонтом, 2 шезлонга, 1 зонт. Как своему уже, поэтому если будете в одно место ходить, то вот так вот со скидочкой вам все будет делать. Смотрите, здесь же можно массаж делать, 400 бат. Крем-массаж, ну крем на таком солнце, потом жарко. Тайский массаж, 400 бат, у нас 300 стоит. У нас сам дорогой спортивный, он 500 стоит. Но мы расположились прямо вот так в тенечке у полотенец. Здесь от помойки воняет. Вот, мы не хотим просто надолго здесь задерживаться. Так, конечно, можно было взять шезлонг. Но я вот ходил, стоял, ко мне так никто не подошел. Посмотрите, слушайте, ну фракции песка, смотрите. Очень мелкий. Песочек мягкий. Ну давайте, заряд морских. Ох, красота. Пляж, конечно, очень красивый. Вот так вот. В одну сторону туда лодочки. Там остров у нас небольшой. Ну прям класс. Давайте, заряд вам, как всегда, морских пенных. Здесь волны, кстати, слабенькие. Они везде тут, в принципе, не сильно. Сейчас у нас сезон. Февраль месяц. Сейчас пойдем с вами воду померим. Вода, конечно, классный цвет здесь. Вот здесь мы в Камале мы живем, у нас песок более желтый, и цвет воды другой немножечко, каким-то, кажется, зеленоватым оттенком. Здесь такой поголубее. А вот Корон сейчас ехали, да, там вообще прям бирюзовый цвет воды. Так, ну что, давайте погружаемся вместе с вами, как всегда, чтобы все эмоции передавались. О, хорошо. Гидрик можно взять. У нас в Камале на гидрике я катался 15 минут 1000 бат. А бат здесь 2,7 умножайте, то есть, ну, официальный курс там 2,5, 2,6 пишет. Так, давайте опустим градусник, замерим температуру воды. Не, атмосфера классный, пляж большой на самом деле, видите, вот протяженность на километров 4, наверное, где-то так вот есть. Ну, места всем хватит. То есть, видите, здесь синие зонты, там у нас цветные, то есть везде зонтики, везде можно найти себе местечко. Ну, как правило, когда ты где-то уже живешь, ты начинаешь ходить, находишь себе одно место и там тусуешься. Поэтому уже приноровиться ко всему можно. Так, ну что, достаем наш градусник. Давайте. Вот на нижний смотрим, 30 показывает. Сейчас я на часы меряю, поэтому раньше у меня был спортивный такой градусник, это очень удобно. Я сверял, очень точно меряет. 30 градусов водички, то есть независимо от температуры руки, все точно показывает. Всем вам заряд морских, пенных практически. А вот по поводу медуз. Медуз вообще, вот сколько сейчас хожу, ни одной не видел. А у нас на Камале так одну-две встречал. Это на Короне вчера чуть побольше я видел медуз, так штучек 5-6. Вот, но они в любом случае не жалятся сильно. Вот меня тогда ужалил на одном пляже. Нога чуть красная была, даже особо не чесалась. А потом все быстро прошло, никакой чесотки, ничего не было. То есть ничем даже не мазал, само все прошло очень быстро, там, через 20-30 минут. Ой, ну цвет воды здесь, конечно, классный. На Камале он другой совершенно. Здесь поле такое, знаете, райский цвет, Мальдивы такие прям. Таиланд, все прям ощущается. А вот на Камале, наверное, больше как на Гоа за цвет песка. Похоже. Там тоже такой был желтоватый песок. Так, ну под водой особой живности нет, так. Несколько рыбок таких плавают, мелких, но цвет воды прозрачный, красивый. Не буду опускать. Здесь мохнатка на цвет. Ну, как бы особо ничего смотреть нечего. Вот, если хотите рыбок, это надо на лодке брать и отправляться. Они отвезут место, где можно понырять, смотреть рыбок. Ну, здесь, в принципе, всегда так у берега. Мало рыбы. Это так вы едите, мне кажется. Очень много. Так, сам пляж, конечно, очень красивый, такой приятный. Пальма, пихта, облепихты ваши любимые. Оп, оп, кто меня там потрогал? Кто там меня потрогал? Медуза, что ли? А, да, вон она, медуза. Проплыла меня. Вот такие, видите, фиолетовые. Я повыше подниму ее. Брать в руки не буду. Вот видите, такая, ва, щупальца. С присосочками. Видите? Да, здесь, конечно, очень красивый цвет воды. Просто смотрите, как. О, обалденно. Бирюзовый, не знаю, как на камере передается, но живу он такой бирюзовый. Камера все равно чуть-чуть затемняет. И песочек здесь, видите, такой белый-белый. Он там здесь он мокрый, там он сухой и белый. Взять с собой другую камеру.
Без мохнатки. Телефон вам подснял него кадров. И давайте занырнем, посмотрим, что там у нас. Только телефон не буду топить, а то айфона ненадежный. Я уже два так утопил. Просто опускал, и они намокали. И все, и смерть айфона. И никакой гарантии. Все, погнали, короче. Ну какой антимир, подводка не богатый. Вот, но все равно очки маски берите. Так, поплавать приятно, с масочки все равно. Глаза порадовать. О, а вот медузка к нам приплыла. Гуляемся, посмотрим. Здесь, смотрите, кукурузу можно купить, фрукты. Вот там что-то непонятно, какие-то жареные шарики. Классно, что есть такая пешая дорожечка. Ты идешь здесь и вообще солнце не светит. Тенечки. Здорово. Любуюсь вот этим красивым видом. Так, ну вот здесь дальше уже, видите, так посвободнее. Меньше зонтов, меньше народу. Пляж-то огромный. Да, и может быть где-то побольше народу в самом начале, естественно, если люди там останавливаются. И в серединке поменьше. Здесь у нас какой-то интересный отель на первой линии. Club Med Phuket. Вышел, опаньки, и ты сразу на пляже. Так, вот тем, кто не любит ходить, прогуливаться, первая линия вообще будет в самый раз. Вот я здесь часто вижу серфовые доски. И это похоже, что не сабборды, может быть, именно серфовые. Где на них катаются, расскажите мне. Потому что волн здесь вообще нету. На сабборде, понятно, можно с веслом. Но тут есть сабборды, есть реально серфовые доски. Может, здесь как экскурсии куда-то отвозите. Кто катался, напишите, пожалуйста, очень интересно, потому что мечтаю покататься на серфинге. Смотрите, какая здесь атмосфера. Тоже тень, много тени, кстати, от дерева, и качельки такие висят. Я вообще люблю вот так вот в тенечке. Потому что под зонтиком все равно своя атмосфера, а вот в теньке под деревом другая. Когда деревья густые, более плотные, то тень прям густая и вообще жары нету. Берут с собой гамак, они прям такие легенькие. Они прям, знаете, как маленький комочек получается. Так на дерево куда-нибудь оп, нацепил и отдыхаешь. Чилишь, как сейчас модно говорить. О, вот здесь вот прям вообще много тени, видишь, можно найти. А вот мы дальше идем, здесь вообще прям другой пляж начинается. Видите, такие кусты пальмовые вон там растут, и там вообще можно, знаете, как в своей таком закуточке затусить. Местечки себе найти. И все, и в тенечке отдыхай. Классно. Видите, надо всегда в пляже не судить по одному месту. Вот пришел, вышел, посмотрел. Надо прогуляться, посмотреть, найти себе хорошее место удобное. И уже выбрать, и там потом отдыхать весь отпуск. У нас тут вывеска Ката Бич. Надо прям обложечку себе здесь сделать. Ну здесь у нас, смотрите, шоппинг-стрит начинается. Можно себе штаны такие, шаровары купить. Очень, кстати, классные. У меня на Гоа, когда был, покупал. В них вообще так легко. Для массажа масло разогревающие, бусы, шмусы, туники всякие. В общем, все что угодно. Рубашки можно купить. Здесь дальше, видите, пошли такие даже как закусочные. Фуд-стрит. Уличная еда. Можно купить, поесть. Здесь прям. Или на пляже. И жарят, и парят, и сладкое, и блины есть, и фрукты. Блины с фруктами очень вкусно. И мяско, и креветки. Кукуруза 40 бат. Пойдем поближе посмотрим, смотрите, рыба. Такая огромная, 200 бат. 120 бат. Ножки по 30 бат. 40 бат. Шпажка такая куриная. Я вчера ел пельмени вот такие, мне очень понравились. Прям обалденно вкусно. Кокос 50 бат. На 3 округляйте, там потом небольшой минус делаете. И все. Вафли вон пекут. Ну так, смотрите, мы с вами невзначай весь пляж Каты прошли. Вот от начала, где лодки мы там были, шли. Сколько? Минут 10 получилось. Там, смотрите, видите, по где-то менее населенно. А здесь вот опять погуще с краю, потому что вот отели, там остановка, парковка, все так останавливаются. Но это на самом деле не важно, ты шел, у тебя свой шезлонг, сел. Там можно туда в тенечку куда-нибудь зайти. Вот мне прям нравится, там под горой. Вот я жил бы, я туда тоже прогулялся бы. О, классно. Пишите, как вам пляж Ката, мне очень зашел. Здесь что прикольно еще, кто не смотрел предыдущий ролик. Если выходишь туда, в город, и там прям, знаете, движняк такой. Очень классно. Прям вообще и рынок уличной еды, там ночной рынок прям есть. Я вчера вот там как раз трапезничал, пельмени с креветкой.
И кафе, улица баров, то есть кафе миллион, наверное, штук. Мать, здесь еще искусственная волна есть. Пойдем посмотрим. А такое прикольное заведение, можно посидеть, трапезничать и покататься на искусственной волне. Очень крутая штука, обожаю такую. В Египте катался, в Москве катался у нас. Очень круто. Главное, аккуратно колени надо беречь. Я себе один раз отдолбил. Давайте по ценам посмотрим. Так, если одну половинку берете, 700 бат. Только непонятно за какое время. Так, смотрите, 1 час, 1200 бат. Пиво еще в подарок. И вот по времени приходишь, договариваешься свободно, когда занят. Есть полчаса, 1000 бат. Прикольно. Когда живешь тут, очень круто. Вот тебе и серфинг. Так, ну давайте, прикольно, такой обзор, прям каты. Вот мы до конца нашли. Здесь повернули. Здесь у нас что, тоже магазины. Агентства туристические, аптеки. В общем, все вперемешку. Полная ассорти. Так, ну и вот здесь улица такая прогулочная. Здесь везде кафе, бары. Вот не знаю, видно вам нет. Вот мы здесь сегодня, вчера ночью, вот мы вот здесь были, рынок ночной еды. Здесь, в принципе, везде рынок. То есть вот пляж, а вот большая такая дорога. И вдоль нее можно везде ходить. Насчет пешеходных переходов, будьте внимательны, здесь не пропускают. Так же, как в Турции, водителям по барабану. Такие правила. У нас раньше, кстати, тоже так было, пока камеры не понавешивали. Потом все стали уже пропускать. И, что я говорил, в общем, жарко на улице. И вот так вот в одну сторону пропёхали пляж, сейчас в другую. И немножко, конечно, перегреваешься еще, когда все это говоришь. Вот, видимо, я немножко перегрелся. Водичку с собой носите всегда. Ну и футболку желательно, видите, как у меня, прям таким длинным рукавом, чтобы прям перекрывало все вот это, иначе все это сгорит. Ну и воротничок какой-нибудь, тоже, чтобы шею беречь. Видите, русская веранда есть, русская, тайская кухня, очень много русских кафе. Потом здесь же в глубину можно уходить, везде рынки, кафе, обмен валют. Здесь еще у нас тоже кафе, вот 999 мини-маркет, типа 7-Eleven тоже. Можно себе и воды, и сок купить. И гель для душа, все что угодно. И даже вот пиво, все есть. Чипсы, орехи, даже вот сувенирная небольшая лавка есть. Вот эти нури здесь очень вкусные. Нури какая-то правильно, вообще обалденные. Прям покупайте. Домой видите. Не такие тоненькие, знаете, как у нас продаются. А прям толстенные листы такие, вообще очень вкусные. В Таиланде находимся, ни разу мороженое не пробовали с манго. Мне очень нравится. Я сейчас мороженое такое с манго отведаю. Ну мороженое просто обалденнейшее, очень вкусное. Знаете, чем отличие от всей вот этой ката, корон, да, если вот их вместе рассматривать, и Камалу наш. У нас на Камале, вот прям на набережной стоят кафе, вот прям море и прям кафе. И море прям через маленькую дорожку кафе. Здесь такого нет, чуть по-другому все, то есть там такие уличные кафешки, там, ну, не поешь такую жару. А у нас прям вот это вот, выходишь, садишься под зонтик и прям возле моря трапезничаешь. Вечером можно. Там вообще своя атмосфера на закате. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите видео. И там вот своя какая-то атмосфера, здесь она своя. То есть совершенно разные такие пляжи. И побывать надо и там, и там. И здесь как бы корон, хоть этот и ката, они примерно одинаковые. Корон побольше. А вот Камала, она вот совершенно другая. Так, ну вот где была надпись тайско-русское кафе. Вот мы сюда забрели, веранда называется. Вот здесь можно посмотреть. Тут можно и детям поиграть. Детское меню есть. Так, ну потом смотрите, тут цены как бы повыше, чем везде немножечко, но на тайские блюда примерно одинаково. Если что, ставьте на паузу, разглядывайте бургеры вот 240, на 2,70 умножаем, там можно, грубо говоря, на 3. Потом минусовать, ну салат вот по 90, 180, овощной. Так, борщ тут есть 210 борщ, там даже где-то вот, видите, борщ есть 350 с водкой, салом, хлебом, чесноком. Я пока, честно, не соскучился по домашней еде, потом предпочитаю тайскую. Так, сейчас покажу. Вот пельмешки всякие есть, смотрите, пельмени, вареники с манго 280, мне прям понравилось. Так, вот это манты, ну, хинкали дороговато, 80, я считаю, если на наш перевести, у нас обычно 80 рублей там штука в Хали-Гали, где им стоит хинкали. Так, что еще у нас тут интересно? Так, ну я себе взял вот тайский рис с морепродуктами, примерно так же везде стоит. Есть макароны с морепродуктами, 120, 180. Вкусные, мне очень нравится, как везде делают. А, супы тайские я вам пропустил. Вот супы тайские 200, ну в среднем 120. Разные есть. Есть это том-я, том-ка. Видите, можно все и тайское поесть.
Так, и по напиткам давайте вам там обычно покажу, что мы смотрим. Ну, какое пиво, да, вот. Чанг, да, 0,3 100, 0,5 140. Ну, а там уже и выше Хайникин можно выбрать. У них свое домашнее живое здесь. Так, ну смотрите, какая порцеечка. Обалденно. Креветок сразу же очень много. Девчонок, салат, борщ. Сейчас еще один борщ принесут. Я вам покажу. Нулевочку себе взял. Холодненько. Вот так выглядит борщ. Мясо, огурчики, соус, черный хлеб. Борщ? Слушайте, ну креветки с рисом были очень прям вкусно, обалденно. Чуть отличается, конечно, от местных, но тоже вкусно, своеобразно сделано. Там добавлю морковка свежая, вкусно. Борщ тоже вкусный, вот веранда. Заходите, мне понравилось. Обратно мы поедем на тук-туке. 300 бат уже, не 200, потому что мы находимся в другом конце пляжа, его на 200 проехать. Музыка есть. Вот здесь работает Bluetooth, подключили музыку, едем с музычкой, а вот с алкоголем нельзя. Ну типа маски надо, это осталось, наверное, со старых времен. Минут и мы на нашем парадоксе. Слушай, ну вот по сравнению, сейчас вот везде мы побыли, везде походили, где вот круче всего жить. Это, мне кажется, Корон, вот сюда, потому что пляж больше, интереснее, здесь много зелени на пляже. Вот, по итоге более так движово, более активно получается. Камале поспокойней. А вот, мне кажется, Корон это вообще там золотая середина. То есть, в принципе, здесь вечером есть что поделать, и до Каты близко. Вот, можно туда, если поактивнее хотите, чуть-чуть тусню. Вот, ну и как бы все остальное тоже рядом. И до Патонга можно доехать, и все. В общем, Корон, мне кажется, там золотая середина. Но везде хорошо. И на Короне надо побыть, отдохнуть. И на Кате каждый себе свое найдет. И на Камале у нас везде классно. Вы смотрите все видео, если вы всю серию роликов пересмотрите, вы поймете, где вам нравится больше. Потому что каждый человек индивидуально, каждому по-своему. Все интересное, все заходит. Так, я тут с налем прихватил кальмаров попробовать, очень вкусно. Нори здесь очень вкусное. И нулевочку себе прихватил. Вот пока холодненько, думаю, надо возле бассейна выпить. Поплавал, очень классно. Бассейн офигенно освежает. Очень классно. Так, в общем, да, мы здесь остались, и я уезжаю один к Будде, туда, на вершину горы. Так, такси через InDrive заказываю. Тоже пользуюсь, Bolt, InDrive. Там еще один у вас вылезет. Когда в этом App Store забьете, или в вашем Google Market, Play Market. 360 была цена. Я срочно не ставлю, обычно ставлю. Но он мне пишет, давай за 400, а давай, говорит, за 800, я тебя там подожду и обратно вернусь с тобой. Я говорю, давай, приезжай. Вот, на такси всегда закладывайте полчаса, потому что иногда не могут поднимать цену очень сильно, динамить вас, с запасом берите. Вот я еще у бассейна прям заказал и сразу на выход. Давайте еще такой взгляд бросим на этот отель, потому что я вернусь уже темно будет. Этот водитель мне даже по-русски пишет. Вот, ну, почти все по-английски, потому что переводчиком пользуйтесь с собой заранее, когда Wi-Fi у вас в отеле будет или из дома, закачайте прям переводчик с английского, если вы плохо владеете, к примеру. Вот, InDrive это вот такое приложение, InDrive. Там просто, когда регистрируетесь, заходите, выбираете страну, там, ну, Таиланд, Пхукет, и все, и он вас здесь переключает на эту сторону. Он так по всему миру, по-моему, работает, очень много где. В России тоже. Вот такая Honda Civic сегодня приехала. Еще немного городок вам здесь покажу. Смотрите, здесь есть такой ресторан. Это food? Yes. Ага, вот так вот поднимают тебя на кране, и ты там трапезничаешь с видом на море. Так, здесь такие все свежие, водители культурные. Do you know Russian speak? Он писал мне по-русски. Транслейтер, да? Через переводчик, видимо. Здесь тоже, видите, можно выйти не только в море, и вот сюда в город погулять. Магазины, кафе тут. Ну и так просто пройтись по городу. Это отель тут есть, Icon. Смотрите, бензин здесь стоит 95, 38 бат. Сейчас сфоткал вам. 38 бат, это у нас 96 рублей, 32 лиры. В Турции, по-моему, сейчас 34 стал. Или же $1 0,5 центов.
Сейчас попросил включить музыку тайскую, потому что они все без радио. Good music. Классно. Атмосфера прям. Ну что, где-то 25-30 минут с классным водителем, с тайской музыкой. И я на месте. Big Buddha, но золотой Будда, он написан. Как найти в Google, забивайте прям Будда, он вам выдает золотой Будда. И в InDrive в этом такси также вызываете, и все. И ничего, экскурсии, ничего не надо, сами приезжайте, сколько хотите, ходите. Вот таксист договорился, он еще меня здесь подождет. И за 400 мы обратно поедем. И все по указателям. The way to Big Buddha. С голым животом нельзя и юбкой ниже колен нельзя, поэтому, если что, вот здесь можно приобрести себе штанины, шаровары, как их называют, вот еще вот он. И пройти, ну и потом их себе оставить. И здесь и Big Buddha, и золотой Будда. Должно быть два Будды, мне кажется, краем я тоже видел две Будды там. Два Будды. Есть благовония. Вставляют, зажигают, пахнет приятно, люблю благовония. На самом деле можно время брать с запасом, там еще можно было на слонах кататься, покормить, я там видел, и квадрики видел, то есть можно тоже сделать себе экскурсию. Но народу не очень много, никто не толкается. Вообще очень впечатляют все вот эти тайские мотивы, драконы, очень мне нравится. Так, давайте сначала посмотрим на панораму, потом обернемся к Будде. Но здесь обалденная панорама, очень красиво, и горы видно, и город, и море, и острова. Я еще на iPhone подсниму это поближе, чтобы было немножко. Так, ну что, поворачиваемся. Пойдем. Вот здесь вот отсюда немножечко вам верну. Вот он, Будда. Девчонки не поехали, испугались, говорят, ну подниматься там 2 километра ступенек. Ой, слушай, вот солнышко нам ложится, очень классный кадр. В Телеграм заходите, там фотографии сделаю, можно там на обложку использовать, вертикально, горизонтально. Слушай, тут вообще 5 этажей подняться, то есть ерунда. Мне кажется, даже можно это, затаив дыхание, спокойно забраться. Ой, слушайте, как я люблю все-таки дракону. Вообще хочу еще в храмы всякие заехать, у нас последний день остался. Дрон пускать нельзя. Правильно. Слушайте, ну обалденный вообще вид открывается просто. С чем выше подниматься, тем красивее будет. Народ вообще немного. Ну как красиво, а? Вообще супер просто. Блин, высокий. Это, наверное, знаете, сколько этажей? 20, наверное. А можно в интернете посмотреть высоту. Я больше по впечатлениям, вы знаете, да? Ой, как красиво вообще. Вот сказка. И вход, кстати, бесплатный. Просто на такси приехали. Кто-то пешком ходит, поднимается. Так, здесь благовония тоже ставят. Очень люблю ароматы эти обалденные, пахнут. Такая, знаете, атмосфера, реально спокойствие такого прям. Так, смотрите, здесь написано Monday Buddha, Sunday Buddha. То есть каждый день есть свой Будда. Здесь так как колокол такой. Лежачий Будда. Видите, стоячий Будда, сидячий Будда. По разным этим дням. По вторник у нас Tuesday. Лежачий Будда. По вторникам лежим, ребят. Так, здесь можно пожертвование. Так, мое принести. Вот сейчас кому я принесу, сидячему будет, ходячему. Так, и, соответственно, мы так по кругу обходим самого Big Buddha. Ой, такой котярус тут необычный. Кс-кс-кс-кс. Здесь, кстати, кошки вообще не реагируют ни на кс-кс-кс, ни на пс-пс-пс по-турецки. Ни на пс-пс-пс. Кс-кс-кс-кс. Кошка. И они такие странные, и очень мало здесь кошек. Вообще ноль реакции абсолютно. Ну, они здесь тоже, это, видимо, у них буддизм. Ноль реакции. А наш отель где-то там получается, потому что нам как раз где-то вот эту часть видно. Или там. В общем, там где-то. Да, вон башня, которая рядом с нашим отелем. Вот оттуда я приехал. У меня была идея восхождения совершить вот так вот по прямой. Ну, это надо специальную одежду. Я вот только в шлепках приехал в этот город. У меня все там в отеле осталось. Ладно, шутка. Не, на самом деле прикольно, интересно. Бывают гиды, есть проводники.
Я вот люблю такие всякие пешие истории. Потому что здесь вообще не жарко. Ну, чуть повыше тут, во-первых. Ветерок продувает. То есть вообще даже вот я не попил ни разу. Очень люблю воду всегда пить. Комфортно абсолютно. В любом возрасте можно. Ну, хоть где-то 50, 60, 70 лет приезжайте. Тут вообще подняться 2 секундочки. Еще классно, конечно, был бы закат еще встретить. Но закат у нас сколько еще? Аж 1,5 часа. Я рановато приехал. Написано, что в 6:30 закрывается, 18:30 будут. Ну, я даже не знаю, что тут может закрываться. Ну, лучше до этого времени приезжать, так, под вечер днем, то может еще жарко будет, солнце палить. Сейчас внутрь проход закрыт. Было, конечно, классно, если внутри тоже какой-нибудь храм был. Можно было что-то посмотреть. Здесь насквозь сделано так колоннами. Там сейчас какие-то реставрационные работы проходят. Да, вот там всякие слоны с крыльями. Шива. Да, было бы интересно еще что-нибудь посмотреть. Вот у нас здесь еще и золотой Будда есть. Минут через 40, да, вот это я посмотрел, закат будет. Я рано приехал. Вот вам золотой Будда, а вот для сравнения Биг Будда. Воу. Обалдеть, да, масштабы? Так, здесь у нас еще смотровая площадка. И что там все видят? Здесь у нас обезьянка. Я ни разу здесь, сколько был, ни разу обезьян не видел. Ой, вон они там. Хоть говорят, очки хватают, так что убирайте. Ой, там еще обезьяны. Так, я подобрался поближе к обезьянке. Как все зовут, а поесть даст кто-нибудь? Ой, какой там малыш выползает, смотрите. Привет, малыш, такой хороший. Ой, прям вообще. Со стрижкой с такой, сейчас камеру как выхватит. Привет. Ага, камера, говорит, давай. Ой, прикольно, контент мне сделал, надо было что-нибудь поесть взять. Так, ну вот этот дружок тут у всех все выхватывает. У кого воду, у кого телефоны красивые, там кричит. Там, ну, друзей твоих обижаешь. Ой, там, наверное, целый клан. Вид потрясающий. Тут воду пытался выхватить у одного товарища. Такой милый вообще. Нос ковыряет. Козюли там у тебя, друг? А? Ой, ест, смотрите, ай-яй-яй. Не надо козюли есть, дружок. Нифига себе, сколько здесь обезьян. Там уже какой-то другой вид идет. Такое нашествие прям. Нашествие обезьян. Ничего себе, сколько там. Опа. Так, вот это тут покрупнее, может что-нибудь и выхватить. Ой. Оп-оп-оп. Так, теперь его за ноги хватает. Я за руку. Тут, кстати, и цапнуть может. Разогнался. Где-то он все-таки добыл бутылку, попил. Сколько там их очень много вообще, вот туда залез посмотреть. Ой, там тусуются. Бебек. Здесь еще такой гонг есть, или как правильно называется. Сильнее стукнул. О, все, сразу собаки все сбежали. Так, здесь тоже обезьянки. Семечки щелкают. Очки сейчас утащат. Ага. Можно, кстати, такое фото сделать. Там нарезать себе, да? Крепко держать глаза. Глаза не высохнут. Ну тут одна смотровая круче другой. Смотрите, какой вид. Обалденный. Это так активно на дроне здесь летает. Душу мне теребит. Движняк начался.
Moi, je viens de Marseille. Hey, look. Look at the baby one. Look at the baby. Moi, je rigole. Aïe. Oh, va là-bas. О, вот, ближняк, расходимся. Вот это такой, блин, поцарапан. Они же кусаются, очень больно говорят. Сбежались. Прикольно. Ты грызет. Они не смешные, я сейчас с ним фоткался, руку ему протягиваю, так он метким взглядом смотрит. Че, мол, пустую руку тянет. Главное, что меня тут сзади никто не... Ничего нет. Бывает, тут сзади напрыгиваю. А, чтобы не укусил, потому что если укусит, потом будет много проблем, надо будет уколы делать, а сейчас они бывают дикие. Ну, не так дикие, точнее, там, бешенство еще и так далее, может быть. Кстати, смотрите, написано, не кормите обезьян. Опа. Тебя воду забрали? Все оттуда, я туда, что там. Это одна обезьяна там, так вот, причем это маленькая, так целая палку железную. Долбит. Я pas qu'il y avait Magic. Так получается. Слушай, ну классно. Такое бесплатное шоу. О. Очень прикольно. Я вообще не люблю обезьян, но если они такие милые, такие прикольные. Настоящие, главное, дикие. Так, люди здесь медитируют. Это, по-моему, кто-то тот круг, палка деревянная крутит. Я умею так делать на маленьких бокалах. А, это вообще руками делает, смотри. Если вот так вот делается, он начинает гудеть. Надо методику знать. И будет гудеть, тогда очень классно был. Мужчина классно, он этот круг заставил гудеть. Не знаю, как он правильно называется, гонг. Или такой закат. И здесь медитация проходит. В общем, атмосфера очень прикольная, такая волшебная. Потому что самому хочется сесть помедитировать. А дальше верно в 6:30 закрывается. Вот мужчина ходит, говорит, 4 минуты и расходимся. Очень здорово на закате приезжать сюда, видите, какой вид красивый открывается. Ну что, пойдемте. В общем, рассчитывайте, что вы в 6:30 еще приедете, все, там уже всех начинают выгонять потихоньку. Как атмосфера? Блин, классно вообще. Саку вот так. Блаженно. Я один такой законопослушный. Вывеска не пускает дрон. Один стоит с дроном, второй с дроном. Там еще летает один. Но наверняка тоже без лицензии. И еще вместе здесь запрещено летать. Я не знаю, что можно посадить на 10-5 лет. Инвоя туплюши. Это наоборот зона, где надо запускать дроны. Там написано, что нельзя, есть места, а здесь вот типа, дрон, flying zone. Ай-яй-яй. Но у меня все равно лицензии нет, все равно рискованно. Ее здесь сделать можно, но вот короткий срок ее сложно сделать тем, кто живет больше. Вот открыт с 6:30 утра и закрытие в 6:30 вечера. От заката до рассвета вообще. Так, я заскочил в отель, сейчас забираю своих, и мы на этом же такси поедем дальше за 600 бат. Я с ним договорился до Камалы доехать. Ну, 547 показывает индрайв. Все, едем. Хороший водитель, классный, еще подождал меня там. Домой возвращаемся через Патон. У нас самая страшная улица. Таиланд. На самом деле так там хорошо. Бангла Роуд обычный. Духа здесь ого-го. Так, ну сейчас мы вернулись к нам уже. Все-таки у нас на Камале тут свой шарм, своя атмосфера. Сидишь, и вот оно прям вот море. Рукой подать. Такого нет нигде там, ни на одном пляже, чтобы вот сидишь в кафе,
огоньки светятся, и у тебя прям сразу море было. Вот прям прохлада такой, ночной бриз. Вот прям своя атмосфера у нас здесь. Вот пальмы прям свисают вот прям над тобой. Классно. В общем, все пляжи классно по-своему, а вот, не знаю, куда в следующий раз тоже поехал, я даже сам себе задаю вопросы, не могу понять. Очень хорошо и здесь, и там, везде по-своему. В общем, надо брать так, чтобы и сюда съездить, туда. Всем спокойной всем ночи. Сейчас еще покажу, нам что покушать принесут. Заказал сегодня рыбу. Огромное вам всем удачи и пока. И у нас здесь креветки, манго шейк. Мой любимый, обожаю. Сегодня взял квас попробовать. Ну, он, конечно, на квас похож, но не квас. Но похож. Такие гигантские ананасы с рисом и с курицей. И чем-то с креветками, да? Можно с креветками сделать. 180 стоит. Это у нас 450 рублей. Или $5 всего лишь. 80 это с курицей, 250 с креветками. 634 рубля. Ну и вот моя рыбонька приплыла. Маленькая. Вот так вот вам для понимания размера рыбы. Гигантская. 450 бат, всего 1100 рублей. То есть все креветки, вот надо рыбоньку съесть. Пусть ресторан, девчонки меня заманили на массаж ног. Вот лежу, расслабляюсь. Мне кажется, на мои слоновые ноги надо это более мощный массаж. Ну так все равно приятно, расслабляюсь.